Тут на днях Путин решил ответить таки на заочный вопрос про интернет, который уже несколько месяцев выглядит самым главным. Надо обратить внимание, мы все реже слышим самого Путина и его позицию хоть по каким-то вопросам. Это один из признаков старения режима. Вождю все менее интересно быть публичным политиком. Не могу не обратить внимание и на то, с чем люди сталкиваются в крупных городах. Не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета и в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда и такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших детей, близких, каждого из граждан России. Ну ладно, не в этом суть. О старении режима поговорим дальше. Сейчас надо сказать, что Путин, как всегда, был пугающе откровенен. Он рассуждал об интересах граждан, но суть-то была ясна. Блокируем для безопасности. Блокировали раньше и блокировать продолжим. Никаких послаблений. А что касается предупреждений заранее, то так ведь враги тоже услышат эти предупреждения. Поэтому не будет ничего такого. Будем блокировать когда и что захотим. Путин этого не предполагал, но его выступление в том числе отвечает на вопрос всех, кто ожидал от Путина хитрой политтехнологии. Что блокировки столь ужасные и топорные именно для того, чтобы Путин мог выйти и все отменить. Сейчас обсудим, почему этот сценарий является фантазийным, и обсудим ситуацию в целом. Но прежде чем начнем, напомню. По ссылке в описании мы собрали актуальные способы по обходу ограничений интернета. Из сервисов VPN обратите внимание на Blank VPN, он постоянно сверху рейтинга нашего. Спонсирует эту нашу инструкцию и рубрику M-Card. Это виртуальные карты, которыми можно расплачиваться за границей и при этом пополнять их рублями через СБП. Надо признать, в одной теме мы путинские евангелисты. Мы считаем, что слова Путина в интерпретациях не нуждаются. Он каждый раз говорит примерно то, что имеет в виду. Нам тут даже проще, чем протестантам. Нам не надо основывать свое представление на записанных и криво переведенных свидетельствах. Путин пока еще жив, и пусть все реже, но все-таки вылезает что-нибудь сказать. В 2025 году нам пришлось спорить едва ли не со всем интернетом по вопросу перемирия. Тогда мы чувствовали себя немного странно. С одной стороны, все рассказывали вокруг, как Путин мечтает поскорее закончить войну, какой договорничок он уже придумал и как вот-вот продаст его Трампу. С другой стороны, выходил сам Путин, живой и настоящий, и с упорством всякий раз говорил: ничего заканчивать он не собирается, что ему все ок. Но нам все говорили: не верьте ушам своим, это такой хитрый способ ведения переговоров. Настолько хитрый, что выглядит как отказ от переговоров вовсе. Никто не мог ответить на вопрос. Если Путин отказывается от переговоров потому, что хочет переговоров, то как бы мы поняли, если бы он переговоров не хотел? Если нет, значит да, то что ж тогда значит нет? Путин не говорит шарадами или китайскими притчами, он говорит ясно. Его слова очень сложно понять как-то не так, интерпретировать как-то иначе. С интернетом примерно то же самое. Мы видим явную кампанию государства, которое желает уничтожить Рунет. На нее, на кампанию на эту, не жалеют денег, людских и технических ресурсов. Ее постоянно пытаются расширить и углубить, борются с новыми методами обхода. Редко действия государства на нашей памяти были настолько последовательными. Обычно ж как? Один шаг вперед, два шага назад. А тут, пусть не успешно, но последовательно. Мы видим, что государство абсолютно не стесняется. Что оно нечувствительно в данном вопросе даже к возмущению самых лояльных лоялистов. Оно прет напролом со всей чекистской непосредственностью. Но очевидно, людям трудно поверить, что все выглядит таким, каким является. Что Путин не считает интернет никакой ценностью, а считает источником угроз, которые нужно ликвидировать. Людям проще поверить, что это какая-то хитрая политтехнология. Сейчас вот задушит интернет почти до потери сознания, а потом, за пару недель до выборов, выйдет Путин, развешает Роскомнадзор по фонарям, и тогда вышки заработают, Телеграм разблокируется и YouTube начнет летать. Никогда те, кто о таком фантазирует,
не приводят ссылок на хоть какую-то практику. Когда хоть раз такое было? Когда и перед какими выборами большими в России случалась либерализация? Когда и перед какими большими выборами отменялись очевидно непопулярные политики? Только кажется, что это привлекательная политтехнология и простая такая. Купить козу, продать козу. На самом деле в государстве так не работает. Запущенную политику, в которую вовлечены тысячи людей, на которую выделены миллиарды, под которую построена инфраструктура, не так-то просто остановить. Это не значит, что существует другая крайность. Что власть в России, дескать, никогда не дает заднюю, никогда не отменяет непопулярное решение. Дают заднюю они еще с каким свистом. Но не потому, что так задумано, а потому, что либо уперлись в стену и не справились, либо столкнулись с опасными протестами. Так было с монетизацией льгот, когда стало ясно, что государство поссорилось со своим основным электоратом. Так было с мобилизацией, когда государство, очевидно, зашаталось, а пробка на Верхнем Ларсе стала памятником унижению Владимира Путина. Таких примеров можно найти достаточно, но ничто из этого не было задумано как многоходовочка. Просто не вышло ничего и откатили. Причем всегда стараются делать так, чтобы вот это вот откатили никто не заметил. Нет никакой грандиозной отмены с наказанием виновных. Просто тихое откатывание. И государство делает все от себя зависящее, чтобы тихое отступление скрыть. Но вот ни разу прямо такого не было, чтобы вышел Путин и сказал: все сделано плохо, во имя интересов граждан, все вернуть как было. Ну не было такого никогда. Сказанное им на днях сложно, опять же, как-то неправильно понять. Он сказал: мы блокируем и отключаем, и будем блокировать и отключать. Потому что нам надо. Потому что безопасность и борьба с терроризмом. Когда это закончится? Примерно тогда же, когда закончится терроризм. То есть никогда. Надо просто потерпеть и смириться. Путин, по сути, повторил слова Пескова, сказанные неделей ранее. А почему не должен был повторить-то? Песков так-то его пресс-секретарь. Все более чем просто, очевидно и проговаривается внятным русским языком. Путину сейчас нет дела до выборов. Это головная боль каких-то других людей. Мы задавались вопросами. Как же так? Почему государство идет на такой риск в такое стрессовое время? Почему бы не подождать? Осталось-то немного. Как-то жили ж до этого при живом интернете. Зачем же сейчас людей-то так бесить? Когда подобное происходит, всякие плохие мысли нам в голову лезут. Новая война, мобилизация, еще что-то. Зачем они торопятся? Но теперь, когда известно, что борьбой с интернетом занимается вторая служба ФСБ, все совершенно понятно. Нет никакой сложной политтехнологии или конспирологии, не дай бог. Перед нами очередной этап старения политического режима вместе с его вождем. Вождь все меньше доверяет кому-то, кроме тайной полиции. Вождь все больше догадывается, что гражданская бюрократия спит и видит, как бы этот бардак закончить. Им всем снится Пальма де Майорка, озеро Кома, бульвары Парижа и квартира в Лондоне. Ходить в сапогах и камуфляже им не нравится. И вообще не ради войны и прочих авантюр они режим этот строили и поддерживали. Администрация президента, министры, олигархи – это все народ ненадежный. Они забирались на самую вершину, чтобы хорошо жить. Не чтобы снаружи страны стать изгоями, а дома изо дня в день ждать ареста. В прошлом году эти люди питались надеждами на тот самый договорничок. Старались верить, что сейчас все закончится и вернется славный 21-й, а то и вообще 13-й год. Но теперь даже до самых недалеких дошло. Пока этот старик живым сидит в кресле, не видать им прежней жизни, как своих ушей. Пока Путин на месте, мрак никуда не денется. Будет только хуже. И, конечно, Путин им не доверяет. У него есть реальные на то причины. Он портит им жизнь, и они об этом знают. Кому доверять в мире, где ты всех задолбал своей войной бесконечной, своим переделом собственности, своим бюджетным кризисом и сжатием экономики? В том мире ты будешь доверять лишь тем, кто в происходящем как рыба в воде. Ты будешь доверять чекистам. Чекистам это все нравится. Им нравится, что теперь для них неприкосновенных нет. Что ни огромные деньги, ни высокие должности больше никого не защищают. Студент с его комментариями в интернете, олигарх с миллиардами, федеральный министр, с точки зрения ФСБ разницы между ними никакой нет. Все одинаково легко уедут в Лефортово. Чекисты теперь власть над всей властью и собственники всей собственности.
Те мотивы, которыми недовольно гражданское начальство, их, скорее всего, не волнуют. Зарубежная собственность, возможность спокойно путешествовать и прочие бенефиты открытого мира ими никогда не использовались ввиду служебного положения, ну и скудности мышления, может быть. Дворец на Рублевке завести много ума не надо. А вот чтобы как какой-нибудь Соловьев завести параллельную жизнь на озере в тылу НАТО, это какую-никакую широту взглядов иметь надо. Планировать, размышлять о будущем. Вряд ли это свойственно чекистам. Вряд ли они скучают по временам, когда Россия была интегральной частью западного мира. Вряд ли они хотят окончания войны. Скорее наоборот, именно люди на Лубянке считают, что сейчас страна наконец-то вернулась к норме. Вечная война – это плохо для граждан, для чиновников, для бизнеса, для армии, но хорошо для чекистов. Чекистам не нужно воевать с вооруженным противником, зарабатывать настоящие деньги и жить в мире реальной экономики. Им нужно выдумывать безоружных врагов в тылу и торжественно их побеждать, изымая собственность. Конечно же, им все это нравится. Очень логично, с точки зрения стареющего автократа, опираться именно на таких людей и передавать им властные полномочия. Потому что второй службе ФСБ Путин нужен. Генерал-полковник Седов – это человек совершенно иконописной биографии, с которым Путин, очевидно, без проблем находит общий язык. Чекисты глазами не рыскают. Они никуда от Путина не денутся. На том этапе правления, когда доверять нельзя почти никому, когда ты задолбал слишком многих, остаются только чекисты. Политическая власть, в частности власть над интернетом в руках чекистов, это катастрофа для системы. Ведь чекисты и близко не соображают, как устроено общество. Но вождь думает уже только о своей физической безопасности. Тем более, если считать, что он не просто не собирается заканчивать текущую войну, а собирается развязать новую. Путину не нужны большие политтехнологи, ему нужны охранники. Действия этих охранников ведут к очень постепенному, но весьма заметному падению рейтингов всего, что маркируется как власть, как самого Путина, так и Единой России. Действия охранников приводят к тому, что всякого рода лояльные селебрити выходят защищать интернет. И в конечном итоге действия чекистов приводят к тому, что эффективность борьбы с интернетом снижается, а граждане массово стали специалистами по обходу блокировок. Все это наносит невероятный экономический ущерб в ситуации, когда и так все очень скверно. Когда и так государство пытается отыскать любую лишнюю копейку. Но это не хитрый заговор. Они просто иначе не умеют. Люди, которые умели, которые соображали, что надо действовать аккуратно, они в числе тех, кому Путин не доверяет. Куда делась чуйка? Куда делось понимание, что дубинок меньше, чем граждан? Что заниматься исключительно затягиванием гаек – удовольствие опасное. А делось туда же, куда и молодость. Человеку на 8-м десятке лет, который хочет любой ценой уехать с трона ногами вперед, уже не до таких высоких соображений. В мире, где с одной стороны править осталось не так уж много, а с другой вокруг враги и предатели, нужны не те, кто умеют гражданам мозги пудрить. Нужны защитники от врагов и предателей. Что тут можно сказать? Во-первых, Путин прав. Его действительно окружают враги и предатели. И действительно, окружение смотрит на него как на дальнего родственника с квартиры в центре Москвы. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Он прав, что и он сам, и его война, и изоляция, и вся происходящая ненормальность никому не по душе. Никому не нравится жить в страхе за себя, за свою семью и имущество. Все хотят вернуться к довоенной норме и понимают, что с Путиным это невозможно. С другой стороны, Путину предстоит обнаружить, что больше четверти века он держался не на чекистах. Он держался на тех самых хитрых политтехнологах. Чекисты его, безусловно, не предадут, да и деваться им некуда. Но если они в одной лодке, то это значит лишь то, что они быстрее всех задолбают и пойдут ко дну уже вместе. До завтра.